Привет, это Кирилл. Как по-английски сказать собрать, разбирать? Поехали. В этом выпуске мы с вами поговорим про глаголы собирать и разбирать, какие аналоги существуют в английском языке, когда дело касается сборки и разборки каких-то гаджетов, девайсов, мебели. Например, из IKEA. Если в вашем городе нет IKEA, не расстраивайтесь, подойдет любой другой магазин мебели. Я думаю, первое, что придет вам на ум, это два глагола. Assemble, например, и disassemble, я знаю, еще есть. Глагол assemble имеет место, его вы чаще всего можете найти в инструкции. Например, покупаете какую-нибудь мебель и как ее собирать с картинками. Глагол assemble или существительное assembly – это все-таки более официальные термины. Что же используют в быту? Обычные, так сказать, mere mortals. Простые смертные. Нам понадобится выражение. Чтобы познакомиться с этими выражениями, давайте обратимся к примерам. He knows how to take the car apart and put it back together. И еще раз. He knows how to take the car apart and put it back together. Из этого предложения вы узнали сейчас две фразы. Put something back together и take something apart. Очень важно, что в серединку между take и apart вы будете вставлять ваше дополнение. То есть, что вы собираете, вернее, разбираете. Take apart, parts это части, запчасти какие-то. Соответственно, take something apart это когда вы разбираете это что-то на мелкие части. Будь то мебель, будь то какая-то электроника. Конечно же, в шутку можно так говорить о людях. Также, когда мы говорим, меня по частям собирали, когда я там где-то подскользнулся и упал, например. Вторая фраза это put something back together. Это что-то собрать. Put back назад, после log назад нам сигнализирует о том, что мы пытаемся что-то склеить. Put it back together. И это универсальные фразы, потому что вы можете как с электроникой их использовать, так и с мебелью. Давайте посмотрим на пример небольшого диалога. Представьте такую ситуацию. Два человека разговаривают, три действующих лица у нас здесь есть. Два человека плюс пострадавшее лицо. Это велосипед. Вы, например, человеку говорите «My bike is broken». С намеком, что мне надо его починить. «Do you want me to take it apart and see what's wrong?» И вы отвечаете «Sure, but can you put it back together?» Вы спрашиваете, человек вам предлагает его разобрать и посмотреть, в чем там дело. «What is wrong?» Что не так, дословно, но мы переводим красиво, кому как больше нравится. И вы говорите «Да соглашаетесь, но...» Вы уточняете, собрать человека, потому что очень легко можно что-то разобрать, не знать, что может потом собрать. Или давайте посмотрим, например, с мебелью. Допустим, вы купили в мебельном магазине, в той же IKEA, какой-нибудь стол из разных частей, вам нужно его в один нормальный стол собрать, готовый. И у вас это заняло определенное количество времени, например, час. И вы говорите это. It took me an hour to build the table that I bought in IKEA. It took me an hour to build the table that I bought in IKEA. Мне потребовался час, чтобы собрать стол, который я купил в IKEA. И здесь я использовал глагол build. Собрать стол. Несмотря на то, что у build есть значение строить, здесь мы не используем его. И контекст IKEA, стол, купил, нам дает понять. И дает вот это разграничение, поэтому путаницы не будет. Trust me. Либо вы можете использовать фразу, которую я до этого вам дал. It took me an hour to put together the table that I bought in IKEA. Что делать, если вы его собрали неправильно? Там, например, у вас чего-то не подходило. Вы хотите сказать, что я его собрал, потом разобрал, потом опять собрал. Вы можете сказать, что после того, как вы сказали, что вы первый раз I built the table, but then something was wrong, and I took it apart and put it back together again. Вот это вот слово последнее again, оно как бы дает человеку понять, что два раза происходила сборка. Теперь, к сожалению, глагол rebuild в данном значении обычно люди не используют, потому что rebuild, если вы скажете I took it apart and rebuild it, здесь уже потеряется может смысл. Почему? Потому что rebuild подразумевает, что вы его как бы чините, ремонтируете, то есть какая-то была, что-то поломалось. И вы добавляете что-то новое, что изначально чего не было. То есть, если assemble у нас это собирать, reassemble, собрать заново, reassemble, вот это re работает, то build, если еще мы можем использовать как собрать какую-то мебель из частей,
А rebuild уже в обратку работать не будет. Ну, это вот такой английский язык. В русском языке у нас тоже есть такие, и даже в японском языке, в любом, я думаю, языке есть такие закономерности. Окей, давайте подытожим. Если вам нужно собрать, разобрать электронику, какой-то прибор электрический, либо мебель, вы можете использовать фразы put something back или take something apart. Есть слова, глаголы, которые вы знаете: assemble — собрать, reassemble — собрать еще раз, если вы там разбирали, disassemble есть. Но это формальный регистр. Обычно их используют в инструкции или, может быть, это жаргонизмы у кого-то на работе, кто работает на какой-то фабрике. Люди обычные, простые смертные, дома у себя в быту используют фразу put it back together or take it apart. Также, продолжая эту тему, вы можете про елку так говорить. Если вы ставите елку, кстати, как по-английски будет ставить елку? У меня было это видео put up a Christmas tree. Put up a Christmas tree. Но когда это Christmas tree стоит у вас уже март, вы понимаете, что, наверное, пора эту елку разобрать. Вы можете, конечно, сказать remove, если эта елка у вас настоящая или она искусственная. Remove используется. Но есть глагол take it down. It's time to take down Christmas tree. То есть, несмотря на то, что здесь мы в русском языке опять же используем глагол разобрать, если вы скажете I took it apart, здесь получается вы как бы елку разобрали, потому что с ней, может быть, было что-то не то или что-то не так. В общем, take something down будет использоваться глагол. То есть, это к чему я это говорю? Для каждой ситуации в английском языке есть фраза, которая подходит больше, которая подходит идеально. Когда вы изучаете английский язык, вы доходите до так называемого плато, то есть intermediate, средний уровень. И после этого многим не хочется совершенствоваться и двигаться вперед. И многие считают, что здесь, собственно, все заканчивается, потому что нет времени, желания и вообще все. Я более маломальски могу чего-то там понять, поддержать разговор, сходить к врачу, поспорить с кем-то, послать кого-то на хутор бабочек ловить и все. Вот как раз за пределами этого плато начинается английский язык, когда вы выбираете фразу из контекста, которая наиболее подходит к этой ситуации. То есть не адаптивные какие-то фразы вокруг да около, а идеальные. Поэтому вот это вот как с елкой. Вы можете, конечно, сказать I took it apart, вас поймут. Но идеальная фраза будет I took it down. Имеется в виду, разобрал елку не на части, а игрушки с нее сняли. Напоминаю, что у меня есть Instagram, Kirill's_English, Telegram тоже самый. Если вы хотите уроки индивидуальные со мной, вся информация по ссылке в описании под этим видео. Я желаю всем отличных выходных. Пока. In 2009, for example, a curious two-spot octopus in Santa Monica took apart the water recycling valve on its tank just for fun and caused a massive flood. Oh, this broke, so he took apart this other thing to fix that. Oh, well, now the other thing doesn't work, and so on. When I was younger, I always took apart everything I got. Just a few years ago, I finally learned how to put everything back together. We took apart a camera, then we took apart an eye. If you ever took apart a clock or something and then just made something out of it, there's a lot of that, just taking stuff